Марат, протри очки, я тебя не вижу, елки-палки. Ты шо, мама дорогая, а? Фу. Это подписчики прислали. Это сын наш заказал. Подписчики, это Елисейка заказал, чтобы ты был здоров. Елки ты палки, короче, я не знаю, с какого это БДСМа ему прислали, блин, но это просто пипец какой-то, маска. Не, говорить, это нарулился там в интернете какой-то там доктор туда-сюда. Раньше что, вот такие маски были, когда был, был какой-то вирус? Во время чумы, да, врачи носили такие маски. Это чтоб чума боялась и сваливала Чумной доктор. из-под пациентов. Ребята, чтобы вам ни маски, ни чума, короче, никогда не мешало жить. Друзья, всем привет. С вами Детский Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Ху, ну и маска. А я смотрю, тебя не видно, понял? Думал, что у тебя очки запотели. Это у меня, получается, запотели. Короче, друзьяки, ловите для ценителей. Ну спит ребенок, ну даже, ну люди просят, ну елки ты палки. Фу, я как настоящий музыкант, таки умею долбить в рынду. Что мы сегодня будем исполнять? Сайнара Комичуа, Бонасарес, что-то, короче, интересное. Корейское такое. Корейская, китайская, вьетнамская, многонациональная кухня. Иди сюда. Фунчоза, Катюня будет бесподобная. Фунчоза, Марат, что я не то сказал? Правильно, абсолютно. Что? Ты меня не подлавливай, а то получишь вот этим клювом, короче. Что мы будем делать? Ой, слышь, а ну посыпь себе там кукурузы, может я этот поклюю чуть-чуть. Ох, чертяка, ешкин ты кот. Придумывают. Что хотел сказать? А, извините, Марат, сегодня. Да-да. Я хотел сказать, что то, что мы будем делать вот в горячем виде, у нас будет сегодня один горячий, один холодный. Ребят, два рецепта сегодня будет. Да. Ты говори, я перевожу с иврита. Называется, если я не ошибаюсь, чапхе по-корейски. Правильно, чапхе, да. Горячая страва. Холодная просто будет фунчоза с рыбкой. Фунчоза колд. Да. Все, короче, сегодня начебучим, все будет нормально. Что у нас есть? Я вообще-то думал, тихо, не рассыпаться, что вот эта мадам, короче, говорит, что это рисовая лапша. Марат говорит, что это не рисовая лапша. Оператор тебе звонят с Китая, сделай паузу. Короче, с Китая звонили, 2 порции уже заказали. Так что, Марат, порция холодная, порция горячей. Что? Я думал, что это рисовая лапша, а Марат говорит, что это бобовая, вообще, говорит, другая. Рисовая лапша и фунчоза — это две разные вещи, ребята, не путайте. Фунчоза готовится из мунг. Это по-русски маш. У нас на канале есть маш. Суп с машем, ты помнишь, мы готовили? Суп с машем и каша. И каша машевая, машевая каша. В упор не помню. Ну ты что, ты лопала за обе щеки. Ты что, трещала так, что память отшибла, елки-палки. Поэтому не путайте, особенно когда покупаете, вот так написано. Так из чего ее приготовили? Из машевых, бобовых, из бобовых зерен. Культур. Это крахмал оттуда выделяют и делают вот такую... Все, больше ни слова. Готовим. Короче, готовится она сколько? 7-8 минут. Но мы ее кипяточком зальем, при вас варить не будем. Главное не переварить. Мы ее зальем кипятком, пусть себе постоит. Может 2 минуты побулькает. Дуршлачок и холодненькое. А что еще хотел сказать? Спасибо огромное. Вчера, короче, были подписчики из Днепра. Ты что, пожарника подогнали? Смотри, ешкин ты кот со шлангом. Обалдеть. Я только увидела. Она его только увидела, нас вчера не было. Катя, ты и твой Китай меня уже в Одессе держат. Елки ты палки. Что? Еще 2 порции? Да. Ты что, китайцы, короче, бомбят, елки-палки, оставьте нам немножко покушать, короче, так и живем. Ребята, отдельная благодарочка, вот именно спасибо. Это ж мужик, елки ты палки. Но именно от радости, короче, я его готов целовать. Не, ну хороший, в коллекцию к нам где-то на полочку пойдет. Ребята, всем от души спасибо, кто нам таки помогает. Особенно спонсорам Special Edition. Вот так вот, чуть-чуть с любовью, короче. Просто спасибо и благодарю. Марат, давай что-то делать, сайонара комичуа. Расчехляй сегодня ножи, работаем сегодня по-японски. Не, ну агрегаты, конечно. Там уже писали. Да, спрашивали за ножи, где такие ножи купить. Да, именно говорят, дай ссылку, короче. А что дай ссылку? Это Марат был в Израиле, и он там знал одного японца, который в Израиле торговал ножами, и купил у него аккуратненько пару ножей. И что? Он есть там. Пишите Марату комментарии заодно, и что ты там ты спрашивала? Я напишу, пишите, да. Пишите, я найду его сайт, и там новая коллекция как раз пришла, он мне писал. Так что кто в Израиле, я не знаю, это по всему миру, видимо, Эй, подожди, есть представители. и мне тоже скинь ссылочку. Хорошо. А ты же в Израиль поедешь? Там Катя, а что, не отправляют? Что Катя? Катя. Ну, Катя, и что?
Слышишь, мы будем сегодня готовить или опять будем, короче, вот этой вот фигней Но заниматься, сразу елки-ты-палки. предупреждаю, эти ножи дорогие. Ну, хороший нож не может стоить дешево, елки-палки, тем более с деревянной ручкой. Ёшкин ты кот. Что ты говоришь, там еще люди интересовались, Где карася купить в Израиле? Да. Ребят, на привозе. Заходишь на привоз, бабы Катя, говоришь, ой, ВС Израиля, вот тебе все. Потому что такой карась только у нас есть. Свежего нету. Ищите в магазинах, замороженный завозят иногда. В Израиле. Но лучше живого купить на привозе. Вот тебе и все. Марат, Джан, давай. У меня здесь столько сегодня насадок, короче, понял? Вот под этот нос самый раз, елки-палки. Под морковочку. Говори, что мне делать? Мясо сегодня у нас богато, ножницы пусть лежат. Очень много бутылочек. Ребята, смотрите, запоминайте, записывайте себе рецепт. Что еще? Чеснок вижу есть. Мясо. Хороший шматок. Катюня, я брутальный человек. Боже, да. Когда такой нож в руках, что все, Чувак прям хана и гайки, елки-палки. Чувак вот тут с клювом, елки-палки, Это не мой. лежит. Хочешь, возьми, поиграйся. А тебе не больно будет? Если я начну играться. Я тебе предложила поиграться. Так, ладно. Маратик, как мне резать? Как все китайцы-вьетнамцы, аккуратненько соломочкой? Тоненькой соломочкой, да, бифстрогане. только не длинной, желательно такой. Ну и наполовину? Да. Еще тоньше делай. Да подожди, я только начинаю. Вот так вот. Слышишь? Да, и это Ёшкин на ты 3 кот. части. Я помню. Ну как вот не сказать, что я хочу вот это съесть? Плотненько. Як тебе не любити, лососіку мій. Сосіку мій. Ну, прям японское слово какое-то. Сосіку мій. Сосіку мій. Хорошо. После работы с таким ножом мясо становится еще красивее. Еще вкуснее. Да ты что, ну это просто балдеж и удовольствие. Я приятно очарован. Вообще, когда хорошая вещь, да, вот. Ну, я Правда. надеюсь, ты не про себя. Ну, я, во-первых, не вещь, Извини, я слышался. во-первых. Да. Ты у меня самая интересная мадам на свете. Ну, а за интересные приборы я с тобой полностью согласен. Чего бы это ни касалось. Что, извини. Я дома с тобой поговорю. Я понял. Что ты мне вот это... Ты знаешь, что я имею дома что слушать? Вот то здесь наляпаю за целый день, короче, потом начинается. Так ты не ляпай, Сережа. Обычно ты эту фразу произносишь, я дома с тобой поговорю. Так это он тут для камеры, Марат. А дома разговариваю я с ним. Все ясно с вами. Не, а дома я... Ты видел вчера в Инстаграме? А дома он с котами разговаривает. А дома я лежу на диване и Уитни Хьюстон пою. Every time I need you. Нет, это... Хотел сказать Илон Маск, но это Селин Дион. Ну, я не знаю. Что? Там говорят, что я много Слышишь, кушаю. Кушай. да хорошо, ты хоть скажи людям, что это малосольный лосось, а то Малосольный подумают, что ты лосось. там именно, как Катя это, сырую ест? сырого лохматишь аж бегом, елки-палки. А еще там написали, что у меня руки старые, но вроде не очень старые. Кто так посмел? Да кто-то написал, Марат. Я не очень старая, я баба под 40 лет. 40-летняя баба с руками самом расцвете 39-летними, да. Ну, просто не все ж смотрят нас на хорошие картинки, понимаешь? Может, какой-то там старый телефон Nokia, короче. Ты думаешь, с этим связано? Да. А я подумала, что надо, наверное, чтобы ты мне чаще руки кремом мазал, Сережка. А этот комментарий не твоя подружка написала случайно? А? Мужчина какой-то. Провокаторша. Мужчина-подружка? Вот же ж елки-палки. Ну, я не расстроилась. Да. Ребята, не в красоте ручное дело, да? А именно в том, что эти руки умеют таки делать. А делают они ой-ой-ой. Завтрак, например. Ага. Слышишь, ты мне теперь завтрак в этой маске готовишь. Ох, я думаю, что один рецепт и надо ремонт будет делать. Сегодня утром случайно не это самое. Ну, Елисейка неспокойный. Заказал так заказал. Сереженька, давай, Сереженька. Маратик, хватит? Слышь, ну я и нарезал. Елки ты палки, почти как ты своего лосося. Бомбим так бомбим. Ну что, насадочки? Тут 3 вида, короче. Хочешь чипсы себе можно бомбить? Кучери и непонятно что. А ты что будешь бомбить? Да у меня сейчас посмотрим. Так,
Фунчозу я уже отнес. Так, это делает слайсы. Вот эти вот насадочки, это покрупнее, это помельче. Марат, как нам надо морковочку? Нам на мясо надо покрупнее, а на холодный Все. салат поменьше. Сейчас вот на холодный салат тогда я бомблю. А, это крутить вот так? Катюня, да. Просто как карандаш точишь, ты понимаешь? А потом суп с котом, елки-палки. порезать надо. Ты хочешь порежь, хочешь покусай, хочешь порви, как угодно. Блин, балдеж. Пальчик вылезает. С резьбой? Да. Да, есть такое дело. А с ним А ну-ка, Марат, смотри. Грызть? С этим? Да. Могу и погрызть. Марат, Тихо. он каких-то... Нормальная штуковина. Он ее так режет. Нам так надо? Нет. Как нет? Ну, по размеру так, а по длине... Длинная надо? Марат Нет, любит, нет. когда Покороче? когда они Да. ровненькие. Вот ты, конечно, игруля. Слушай, он ее так врезал, что аж прилип. Настолько идеальный срез. Короче, сегодня не рецепт, а Да поиграться у нас. послезавтра будем резать. Распушивать? Да. Да смотри, все хорошо. Салат с макаронами. И давно ты это придумал? Или это до тебя уже кто-то знал? Это миллион вариантов. Миллион. Ну, я всегда люблю лапшу. Любую. Особенно китайскую. Шо? А на ушах? Слушай, этот тонкий женский юмор, ёшкин ты кот. Лапшичку любишь? Я, наверное, короче... Ушки любимые. Я, наверное, этот... из трактора слез. Побежал искать этот юмор в Одессе. Ага. Именно женский. Ну, именно женский, да. Нашел? А какой ты ответ хочешь услышать? Ищу до сих пор, елки-палки. О! Ёшкин ты кот. Марат, тут он сам себе усложнил Думал- задачу, посмотрите. Слушай, во-первых, это приятно. Ты куда-то торопишься, ребенок спит, Он пока спит. остальные дети гуляют. Я стою себе вот это вот, балдею, шинкую. Не, я могу, конечно, сбегать и за теркой с привоза и налохматить тебя. Я думаю, было бы эффективнее. С теркой с привоза? Да. Зря вы так со мной, ребята, я старался. Симпатично получилось. Карандаш? Что у нас в той маске? Какая сочная. Очень вкусно. Так, подожди. А что, крупное то же самое, только крупное? Ребят, там мне нравится. Что не? Не надо? Нет. Не, Все, ё-моё. Пошел я за другой теркой. Беги. Что вы были здоровы? Ну, поигрался уже хорошо. С Хорошо. осадками. С насадками? Хорошо, что поигрался, да. Марат, по-моему, он расстроился. Я? Да нет, Сережка наш. Ничего страшного, он сейчас пройдет. Я что-то даже нет, блин. Просто у меня их столько, что я думаю, какую. Сейчас знаю, какую. Так, терочка с привоза. О! Марат, хорошо? А ну, Yes. твой размер, оператор, пройдемте. Ёшкин кот. Нормально? Ну, это уже агрегат. Да. Ну, сейчас я с этими бегудями перекручу, Марат, ты ничего не поймешь, как будто бы я только одной теркой все это делал. Смотри. Ай, шикардос, шикардосина. Смотри, руки береги. Смотри, не подсказывай. Я, между прочим, волнуюсь, так сказать. Спасибо. Или забочусь. Скажи мне, а сколько надо? Ну давай, чтобы ты не менял гаджеты, давай еще столько же, чтобы... Слышишь? Ну вы у меня сегодня что мальчика угоняли, я тебе говорю. Ай, куда ты побежал, брат? Я знаю, там одно место, мне надо взять еще другой толщины тебе нарезку морковку, потому что это для салата, а мне надо для телятины. Не разбегайтесь.
Все. Серега Липован. Вот это будет именно под телятину. Марат, я тебе привел специалиста по фунчозам в Одессе. Приятно познакомиться. Фунчозист, начинающий. Фунчоза. Смотри, все у нас есть. Кинза, лучок зеленый. Сегодня без креветки, с лососиком. Красивая. Красивая. Одобряешь? Бутылочки, там полный комплект. Пожарник. Вот это вот припустить. С вкусным соусом. Тут соусов у нас столько, короче, и чили, Вот он, сладкий, сладкий, азиатский, вот это устричный, Прекрасно. настоящий кикоман соевый в ассортименте, рисовый самогон, Есть. саке называется, но это уксус. Ну и якитори, макитори, что-нибудь сладенькое. Да соусов, Серега, хоть торгуй. Короче, Марат, смотри, что? Если вот это на салат, размер нормально? Все, вот. А еще и покороче? Да, по-любому. Это к Марату. О, Марат, Супер. ты понял, что я бегал сегодня как угорелый? Да потому что, чтобы все было правильно. И ёшкин кот, смотри, не перепутай. Шикардос, Катюня? А вообще-то... Так, не, ну я уже бежать не буду, елки-палки. Обычно сюда одеваешь вилку и вилкой до конца это додрачиваешь. Ну я так. Что, надо еще пару морковок? не надо. Как не надо? Марат сказал, не надо. Ты мясо видишь сколько? Еще одну. Я вот эту дотру и будет шикардос, правильно? Ох, сегодня гаджетов где? Вот это то, что ты, Катюша, говорила, что приятно иметь такие шикарные вещи под рукой. Марат, 2 дайкона. Один туда, другой сюда. Думаю, да. Плюс-минус. Сейчас посмотрю, когда уже в нарез. Эй, хорошо, давай, что, не хватает места. Слышишь, ну я бы этой штукой, я не знаю, работал бы без остановки. Так работай. Пойди в чистильщики. Продуктов столько нет. Ну это просто... Да прям там на кухне очень Это много требуется. балдеж. Со своей чистилкой? Ну да. Кстати, а есть такие? Ну, я знаю, что повара ходят на работу со своими ножами. А помощники поваров А что нет? со своими чистилками? Слушай, а Не, на самом деле вещь бесподобная. Но это я, ну ничего лучше я в руках не держал, ты взял? если это касается... Там Марат подарил. Катюня, у тебя что? Мнезия? У меня же с рук выпадает. слава богу, нет, Сережа. А вот у тебя с рук выпадает, это плохо. Ты когда такое говоришь, в каждом видео одно и то же, и переповторяешься. Ну, Тогда мне у вас уже... столько гаджетов. Запоминай, девочка моя, это подарил Марат. Это на привозе. Это на привозе. Это подарил Марат. Это... Тут вообще, походу, моего ничего нет. А почему ты не сказал, что я тебе доску подарила? Забыл? Доску подарила? Да. Ну и ты доску подарила, да. А это с Днепра подарили. Ладно, так и живем. Ты уже и шалот, вижу, врезал, и огурцы шмаляешь, тебя не остановить. Шикардос. Так, если покороче. А я сейчас, короче, дайкон перелохмачу. А ну. Марат, это сегодня не блюдо, прямо мы с тобой как какие-то творцы, не знаю, ювелиры. Чистый балдеж. Так, я размеры не перепутал. Это сюда, это потолще туда. Так, все, я уже последний дайкон. А? Лайфхак. Безотходное производство. И главное, что безопасная. Марат. Да, это самое главное. А, нет, все-таки отходное, но чуть-чуть. Так, бабах-трахбах. Спасибо. Терочка. Почему не по-японски? Забыл. Супер. Слышишь, один размер, елки ты палки, хоть бери, да. Ну, очень даже красиво, да. И здесь красиво, и там красиво. Что ты говоришь, Марат, дальше что мы делаем? Мы чуть-чуть подмаринуем то, что будет в сыром виде у нас. То, что в салате, да? Да. Так, сольки. Два раза больше сахара. Да? Ой, я люблю такое. Ты не в 2, ты уже в 4 больше. Ё-моё, ты какое-то варенье готовишь. И водичкой холодной заливаем на 15-20 минут. Кроме того, что она
маринуется, оно еще станет мягче, что нам салатик как раз нужно. Это мы уже неоднократно показывали, но лишним не будет сказать. Добавляли еще уксус, но здесь сейчас я уксус не добавляю, потому что у нас заправка с уксусом будет. Короче, хруст не потеряет, а мягкость для губ приобретет. Что дальше? Это маринуется. Может, мы что-то уже пожарим пока? Да, уже можно ставить сковородочку. Миланию надо. Наконец-то. Это в какие? В какой? В горячий или в холодный? Это в горячий. А если бы это была не рыба, можно было бы и в холодный. Да. Ну, вариантов миллион. Если нашим зрителям интересно, пишите, еще покажу много-много разных видов. Это мои два самых любимых. Вы это тоже женщинам готовили, Марат? А как же? Вот же ж. Света хоть пробовала? Света любит со свининой. Значит, пробовала. О, Никуся вышла, Сережка. Никуська, перехватывая инициативу. Что ты говоришь там? Женщина любимая, самая желанная, самая красивая. Вся фунчоза для тебя. Так, эх ты, гриль. Бабах-трахбах, Марат. Шикардос. Марат, масла немного? Чуть-чуть. Вот чисто смазать, да? Да. Так вот? Да. Чисто смазать. Ты что, такая сковородка? Как это, камуфляжная, что даже не видно, что здесь происходит. С привоза. Немецкая с привоза. Да, Марат? Зохлингер. Или сдохлингер. Не, на удивление работает, елки-палки. Хорошая сковородка, кстати. Хорошо, что ты говоришь, что мне надо делать, елки-палки? Бери дайкончик и морковочку. И Начинаем с овощей? Да, тут не столь важно, потом собирать все равно будем. Ну, начнем с морковочки, чтобы у нас сковородка... А, мы пожарим и уберем? Да. Я понял тебя. А потом все Хотя я не удивлен, у тебя все время так. Пожарим и уберем. До шипящего состояния или уже наваливать? Не-не, пусть подогреется. Пусть подогреется. То есть это, Хорошо. это не должно быть жарено, она должно быть... Ну, вот, Тушеная. Пассерованная. вот. Сейчас она стоит. Вот когда она будет падать, то она готова. То есть мягкая стать должна. Это, наверное, единственный случай, когда это считается хорошо. Ай, блин. Даже боюсь представить. Тот же принцип, что и в плове. Балда, ел, тебя что, клюв этот заводит? А? Нет. Ты мне и без клюва подходишь, Сережка. Ты по одной будешь вкладывать? Ну, я масло проверяю. Очень даже ничего. У меня еще когда гриля не было, но я уже аккуратно мечтал, чтобы у меня был гриль с газовой конфоркой. Слышишь? Слышу. Это ж так удобно, просто молодцы, кто придумал. А кто? Гриликс, ёшкин кот. Саммер вообще агрегат, вот и то, что доктор прописал. Многие приходят, интересуются, спрашивают. Я говорю, что ты вчера читала такой комментарий? Не пахнет для мяса газом? Да. Я аж был удивлен. Ребята, нет. А чем он должен пахнуть? Это не комментарии, это спрашивали. Где? В Инстаграм. Ну в виде комментариев? Сережа, ты сбой программы мне сделал. Ну вот. Так, до вялого состояния. Маратик, если мы не выжариваем, так я могу накрыть крышкой? Запросто. Чтобы довести до того состояния, как ты любишь. Да. Получил, Сережка? Так, а мисок принес. А еще там переживают за Миланию. А Что что? мы ее трухаем сильно. В смысле? Ну вот. Она так любит. Как Да. копилку? Да. А как мы ее тухаем? Ну вот. В коляске? Да, в колясочке. Ребята, у каждого своя методика. Не, она любит именно так. Она не любит вот так вот, она любит именно так. Баскетболистка. Да. Во-во.
А ну, проверяй. Тарана еще. Стоит. В моих руках все стоит. Ну потихонечку уже гордиться тут ложится. Двухсмысленная какая-то у тебя эта фраза, елки-палки. Ну, если бы это я сказала, то я, конечно, понимаю. Тую. Ой, Сережка. Что, добрый ранок? О, Недовольна. слушай, она когда просыпается, на тебя похожа. Миланечка, что такое? Привет. Скажи, Привет. я не всё. готова еще с вами разговаривать. Она еще спит. Все, поспала и хватит. Будем фунчозу кушать. Ну или готовить. Слышь, серьезно, что депутат, елки-палки. Милане. Гу-гу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты смотри, даже не улыбнется. Да ее Ника так зажала, что у нее... Да, конечно, Ника виновата. Ты, карапуз, папин. Ну давай, ходи, гуляй, просыпайся. Так, кажется, мне уже, пора. Ну ты знаешь, как проверять. Ну, проверять-то я уже знаю, В твоих руках. я уже, А ну, все. Она должно быть именно вот таком альденте, по-любому, да? Помимо того, что вот по ощущениям вот эти Во-первых, вот она еще будет вялым. немножко с мясом тушиться. Обязательно, я уже за это и говорю. Ага. Я вообще понимаю, что нам надо здесь все просто поженить, все эти вкусы соединить. А тут вообще что-то какое-то бесподобие. Морковка сладкая, дайкон сладкий. Еще и мясо. Ой-ой-ой. Смотри, Марат. Оно. теперь тебе есть чем гордиться. В Есть? твоих руках все висит. Ура! Тебе не стыдно такое говорить? Тихо. Оператор. Что, Сереженька? Это ж твоих. Прям гонишь с меня уже по полной программе. А вздохнула, что подумала, не дай бог лишь. Вот будет мне лет 120, я тебя припомню. А я думала, ты еще до 120 будешь, ого. А потом я уже думаю, что не пригодится. Ты будешь уже не ого. Ну, да, точно, что семейка Адамс. Марат, следующее что? Опять масло, да? Чуть-чуть. Ну да, потому что оно чуть-чуть его забирает. Ох, ты и чипсы приготовил. Без гаджетов. Грибные. Буквально тоже немножко припустить. Марат, я уже запомнил, А все. ты немного масла налил? Нет. А мне кажется, много. Мне всегда это нравилось. Твой администратор внутренний. Но она, что ты хочешь, столько лет съемки, она уже Да. Ну так что, начинает сколько масла правильно, понимаешь? в жандарма надо превращаться, елки-палки. Прям застроила его. Катюня я лишнее не возьму. Ты же видела, чем я шумовочкой вылавливаю? Лишнее ляп-ляпа, мне надо только то, что надо. И Хотелось бы, все. чтобы такое, знаешь, диетическое было. Видишь? Вся кухня тайваньская, вьетнамская, китайская, азиатская, диетическая. Ты думаешь? Ты что, не видел, какие они худые все? Да. Ну, или маленькие. О. Ох, как запахло грибочками. А я думал, весной. Весной. И весной. Ну что, оператор, Что? отойди, я буду доставать. Как бы мне тебя назвать? Ты Без меня масла, называешь как ты любишь. оператором, а я тебя как назову? А ты меня называй Сереня. Не, ну так это имя твое. Это я Катюня тогда. Ну я ж тебя миксую. Катюня, оператор. Ты когда нормально, я тебя называю Катюня. Когда ты вот то администратор, жандарматор, так ты оператор. Так вот я хочу тебе тоже что-нибудь придумать такое, погоняла.
Ты можешь, как это называть, как угодно, только маску ту на меня не одевай. Только примерю. Страшная сила эти. Маски, смазки. Так. Маратджан, давай подавай следующее. Ох, это уже красиво. Ребята, а сюда еще и мясо надо будет добавить. ЕБВГД. Масла больше Что не там надо. следующее? Там- Марат, сделай с ней что-то. А, я понял, кому ту маску надо одеть. Кому? Тебе. Зачем? Чтоб помолчала. Там, если говоришь, что не слышно, короче. Там чем больше говоришь, тем больше глаза потеют, понимаешь? Отойди от меня. На полметра. Обычно ты мне так не говоришь. Сережка. Ну, это необычные дела, а это обычное. Ох, как красиво, Вообще, Марат, вот это пахнет, я даже просто обалдеть. Потому что в масле остались и от грибочков, и от морковки. Ёшкин кот. да? Тоже, чтоб висела, Марат? Нет, даже меньше. Даже Чуть-чуть меньше. совсем. Доставай. До состояния упругого секеля? Чего-чего? Секеля? Упругого. Секеля. Фу, что за гадость ты говоришь? А что такое секель? Вот то, что я подумала. А я не знаю, о чем ты подумала. А что такое секель? Оденешь ту маску, я тебе расскажу потом. Все, Маратик. Уже такое, да, вот то, что как Катюня не знает. Такое состояние. Как вот то, да? Как вот то что? Как То, что ты не знаешь? Да. Это сказка есть такая. Секта Берефин. Перечитаешь. И его самого. Марат, что следующее? Мясо? Обалдеть. Тут масло все красивее и красивее. Наша мама Выложить будет, и не мешать его. наша мама будет рада Чего? такому маслу. Катюня, мне надо, чтобы ты немножечко фильмоскоп отвела, потому что тут уже становится... горячо! Опача. Так, все до капельки выловил. Нет, чуть-чуть я добавлю. Не надо. Но этого может быть мало. Достаточно. Или мясо пустит сок. Еще кап. Ну тут же такое еле-еле ни о чем. Он не знает, что такое капля, Марат. Ой-ой-ой-ой. Хватит. Ого, целая сковородка масла. Да мне уже пофиг, кто масло. Ты что мне дома так не говоришь? Ой-ой-ой. Скажу. Лучок? Да, хочу красненький. И в этом лучке мы будем жарить мясо? Да. Аллилуйя! А то я думал, что опять надо вылавливать. Я добавлю потом уже, когда мясо чуть поджарится, еще лучок добавлю. Хорошо. Слышишь, духи какие-то можем, Марат, создавать с этих ароматов, что потихоньку всплывают. Надо было здесь пакет повесить, чтобы оно именно насосало, а потом завязать его, перемешать и пш-пш, и на привоз. Ничего себе. Это будет очень дорого. Нормально, договоримся. Катюша, я не знаю, что ты там снимаешь, но здесь просто все, я понял. Нам надо еще один оператор, который будет стоять вот там вот. любовалась. Просто я А щас ты что, встала, селфи-камеру врубила? А нет, у меня просто было видно в отражении. Тебя? Да, себя. Себя? А не тебя, да. Какая красивая. Точно. Так, пора слить. Дуршлачок пойду возьму, да? А что ты? Отожми вот сюда. Просто подними, потруси и положи то, что лишнее. Ох, как хорошо. Только долго труси. Трусите, Марат. О, Не бойтесь. трусите, Марат, трусите, они золотые. Кто они? Овощи, елки-палки. Что? Вкусно. Красиво. Не мешай. Я ему уже сказала, Марат. Да я без вас знаю.
А вдруг забыл? Я думаю, мяса немало? Нормально. Как ты там говоришь, на это смотреть можно вечно? Или ты только на карася можешь вечно смотреть? Таки да. Таки да. Да на все, что шипит, шкварчит и Варит, пахнет. жарит. Да. Просто залипательно. Имбирь? Имбирь, да. Немножко. Если бы делали вместо говядины была бы свининка, я бы добавил больше, но она любит больше, чем вот это. Так нам хватит и этого. Это соус мы сейчас сделаем, он пойдет и в холодный, и в горячий. Плюс-минус там чем-нибудь, капелькой будет То, что в отличаться. горячий немножко будет отличаться. С чего начинаем? Мы начинаем с сои. Наливай. Соевый вкусный, настоящий оригинальный. Киккаман. Ого, ёшкин кот. Добавляем кетчуп. Чили ты имел в виду? Да, чили сладкий чуть-чуть со стринкой. Тоже по-богатому. Полбутылки? Не мешать? Что это? Уксус? Это рисовый уксус, ребят. Если у вас нет рисового, разбавляйте обычный пополам. Какой приятный, сушами пахнет. 3,5 градуса. А японцы все любят такое некрепкое, да? Ну, такие разбавленные. Если у нас там 9%, то 3,5. Если это... Ты из риса, я думаю, сильнее не выгонишь просто. 4 градуса максимум. это еще такие наши люди не пробовали. Я думаю, выгонят, что и останется. Что, усточный пойдет сюда? Усточный пойдет только туда. Хочешь добавить якитори японские Тоже кикаман? туда. Хочу добавить, но туда. Здесь Все. все можно немножко буквально Чеснок? чесночка брызнуть. Так, я отправляю имбирь в сковородку. Помешаем. Сейчас пойдет аромат. Мараджан, сколько чеснока? Зубчиков. Соус зубчиков 5. Точно? Раз, два, три. Катюня, ты же его не в свежем виде будешь есть, Да, елки-палки. вообще не. Мы сюда еще свежий положим, а твой салат чеснока не будет. Не переживай, там будет только один лосось, без фунчозы. Ты балдеешь, да? Мне кажется, ты больше балдеешь? Ну, таки да, что нет. Ну, мне нравится, ты знаешь. Ну, слава богу. Хорошо. Давай. Не крупно? Кать, вырубай ты этого критика в себе, ёшкин ты кот. Скажи, любимый, это так красиво. Любимый, это так красиво. Все время, короче, понял? Топит и топит, блин, что? Тебя что, послали сюда? Кто? Так вот мне уже интересно. Инопланетяне. Ну да, что-то докапываться. Да не, Сережка, я просто так. Катюня, не крупнее, чем вот эта вот дырочка. Да я догадываюсь. Слава тебе. Слышь, а васаби сюда не надо добавлять? Нет. Потому что у нас его нет. Что там у вас, Марат? У меня все хорошо. Докрошил, слышишь, пол-луковки и говорит, что у него все хорошо. Здесь
еще есть лук-шалот у нас, но это больше пойдет в твой салат. Ой, какая красивая. Ты посмотри, просто белоснежная. Можно я туда залезу? Марат, лезть не надо, но я потрогаю. И я потом. Слышишь? Класс, смотри. Обалдеть. Не, ну такую можно на уши даже повесить. Давай. Это очень... И что, вкусно? Вот она, в отличие от рисовой лапши, слипается намного меньше, практически не слипается. Ты даже ее в холодильник на 3 дня положишь, Это, ребята, мы ее 8 минут поварили и промыли водичкой холодной. Все. достанешь, и она будет вот такая рассыпчатая. Ёбы ВГД. Вот это сделали, так сделали. Так, мне надо перчик, Сережа. Какой? Знаешь, Сереж, Черный и красный. Черный есть, красный есть. Катюня? мы же не люди. Слышь, отойди от лапши. Так приятно в ней там. От фунчозы. Так, у тебя красный. У тебя черный. Эй, Фурик, полежи. У меня черный. Поехали. О, ты видишь, водичка ушла и как зашкварчала. Давай, Марат, в 2 перца. Ха-ха-ха. Там Давай. видно, не знаю. Как мы в 2 перца с тобой лупим? Конечно, видно. Это еще и слышно. Остановитесь там, наверное, Вы на. прям крутите вдвоем, да? Крутим, вертим. Ага. Крутится, вертится. О, так она у меня поет, ты понял? Шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть. Кавалер барышню хочет украсть. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла. Вот думал, сегодня петь не буду, но не могу, ёшкин ты кот. Вам уши такие резать, блин. Ну извините, ребята, это душа поет. Шо, ты в туалет? Давай. Сережа, Серенький, возвращай. возвращай все. Все взад? Ага. Ёшкин кот. Коллективчик поехал на базу обратно. Так, все выгребается. Я давным-давно мечтал про такое блюдо, ребята, вы не понимаете, но это А чем именно вы его да. загущать Чтоб- будете? С соусами? Да? Да, мы его просто смажем, елки-палки. Куда? Сейчас сюда фунчозу, потом как нальем, как нальем. Ой, палочки взял с собой. Я не ем палочками. Хорошо. Ручками, вилочками. Лучше руками, чем палочками. Японцы тебя не простят. Все? Что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Хорош провоцировать меня. Гитарист. Много? Ёшкин кот. Пол-ложечки. Какой? А ты что, не видишь, какой? Вон, Чайный? мадам Суэнсунь показывает. Устричный. Пол-ложечки. Да он же тягучий такой, подожди. Пол ложечки он столовой имеет в виду. Да. Засосало. О, кап. Слышишь, что, анализы какие-то, елки-палки. Все. Да подожди, это еще не Всё. пол. Так дай, посмотри, я кайфую, все. Вот же ж. Ёшкин ты кот. Это можно ложечку. Слышь, я как доктор, а ты как моя медсестра. Подаешь, подаешь, подаешь. Все. Вот это вот, видишь, я сам знаю, когда все. Мешай. Что, сестра, что дальше? Делай меньше огонь. Ну как? Вот теперь уже по-китайски пахнет. Блин, конечно, устричный делает таки дело. Будете обрезание делать, Марат? Да, надо Серегу. Как это? Его в синагогу затащить никак не идет. Приручать потихонечку? Ой, не надо, не надо. Все равно года проходят чередою, и становится Ну, короче делай жизни обрезание. путь. Извини, перебил песню. Да похер уже, елки-палки. Это же важнее для вас. Так уже пора. Шо, куда нарезать? Вот сюда, да. Так, пополам чикай просто, грубо, Просто не важно. тупо стричь? Да, ну ты любишь всасывать, да, вот такие длинные. Он любит Марат Сегодня ты всасывать. Вы узнаешь. меня спрашиваете. Я вам расскажу. Можно даже не так мелко, Сережа. Чтоб можно было что Ты не в всасывать, Сережа. синагоге. Все. Вот, один раз чикнул пополам, и все.
Ага. Ну, во-первых, это приятно. Да, я тоже хочу сказать, что там очень приятно в ней копошиться. Ёшкин кот, Марат, это ты шо, ё-моё, ты шо, вот это надо ж тебе медуза такая. Тебе тоже нравится? Ага. Короче, под полубокс луплю, да? Скажи мне, а это куда мы это будем делать? Это сейчас первая часть пойдет марлезонского балета в мясо. Уже пора, кстати. Ты если бы мне сказал, что это в мясо, то я бы не резал. Я как раз люблю, чтобы в мясе это было длинное. Она и так будет длинная. Она будет длинная, Серега. Да, ребята, да пусть это как это? Я оператору покрошу, хорошо, подлиннее. А что, это Слышишь? ты Вот высасывать? ножницы по металлу, что они делают, ты понимаешь? Кстати, надо будет ими себе Что? попробовать усы подстричь. У тебя же нет усов. Ну так я специально ради этого дела и отращу. Давай попробуем. А ты хотела бы, чтобы я себе эту лохматку под носом отрастил? Я никогда не была... Не задумывалась? Марат, скажи мне, может мне надо уже остановиться? Хватит. Ах ты красава. Все, вперед. Там сразу уже, я знаю, что после каждого раза у людей возникают вопросы. Ребята, вот так вот и шукайте. МТХ. Так они и называются. Это ножницы по металлу, не пугайтесь. Металл я им еще не чикал, но на кухне незаменимое. Для рыбы, для баранины, для фунчозы, в конце концов. Что ты меня хочешь позвать? Бери свою лапшу. Ух ты, ё-моё, загонял. Такое началось, такое началось. Где то, что надо? Он до. Все, Марат, уже можно кушать? Готово? Ну, почти. Фунь! Немного это. Да нет, ты что? Мешать сможешь? Ваш бегом. Оператор, давай поменяемся с тобой. Теперь я сверху. Все, до капельки. Ты хочешь поливать? Не-не-не, ну сделай красиво, чтобы это видели Да, люди, сделай елки-палки. красиво, только не Все. всё. Хорошо, сколько не все? Ну, половинку. Файно? Еще чуть-чуть. Все. Вот так. Как провалилась, как провалилась. Теперь стой, пока не мешай. Огонь не надо поднимать? Нет. Катюня, аккуратно. Что это? Чесночок. А лучок? Свежий. Шалот? Да. Чуть мы дадим шалотиком. Остальное оставим. Стопы. Сюда же и огурцы? Ну, не соленые, это уже хорошо. Ты это должен просто перемешать и выключить. Все. Понял? А чё ж нет? Все. Ох и задача. Марат, она не должна быть... хотя нет, там жидкости достаточно. Не должна быть, там жидкости много не надо, потому что мы уже вот на финишном. Это уже как бы готовое блюдо. Его просто надо лучше всего мешать руками. Залезай. Взять, одеть перчатки и мешать руками. Ты что, вы что? Все, можешь уже Вы что там в Китае все уже... выключать можешь. А как же, он не перемешал еще? Ничего страшного, оно прогреется. Все, что нам надо, у нас все готовое. И закрыть крышкой? Да. Ну, а именно, чтобы Ну, было буквально. вкусное все вот такое. Слышишь, у меня щипцы есть. Можно щипцами. Все самое главное. Поднял, это накучерявил. перемешать. Всё. Интересно, это дети будут есть? Думаю, что будут... Ну, если мы не сильно Угнетать. наперчили, то да. Вы не забывайте, что у нас 4 порции китайцы уже заказали. А, вот те, что звонили те, что с утра, Кате. да, Катюне звонили. Все, вот это уже мне нравится. Я уже хочу это. Засосать. Подожди, оператор. Красиво. Красиво засосать. Красиво вот тут, в А, сковородке. Это очень красиво. Марат. А у тебя где-то вилочка была? Давай я намотаю и попробую. Можно? Так, Катюша, сейчас хоть всю сковородку влупишь, все будет хорошо. Только подожди, надо что по традиции сделать. Сейчас только я выключу камеру, ты меня как погонишь от этой сковородки. Да? Ну Вот такое. Так, все. Выключил? Нет. Всё, Теперь выключил. Крышечкой накрой. Ага. А, еще и крышечкой накрыть? Обязательно. А я уже хотела туда залезть вилочкой. О, вот так вот. Ах, бритва. Ты опять режешь? Ага. Всё, Фунчо за косильщики записался сегодня. Марат, шикардос. Тебе тоже нравится, да? Да, я... Да, и он эти ножницы... Культурно использует для удивлен. всего, понял? И по металлу.
Не, по ну ты курице, и по утке, по и металлу не барану. надо, если не ошибаюсь. Я еще ничего по металлу ими не резал, да. Но сами ножницы-то по металлу. Сами по металлу. Скажи, а это же я у тебя их срисовал и по итогу начал искать и заказал себе другие. Да, лучше даже, чем... Был удивлен, но потом был приятно удивлен. А у тебя тоже NTX? Да, я думаю, прям один в один. только. Мараджан, скажи мне, для салата хватит? Хватит. Хватит, да? Да. Все. Что дальше? Морковочка, Дайкончик. бекончик, Весь? сырой. Да, весь. Слышишь, да, какая она мягкая стала? И хрустящая Ну и осталась. упругая, да. А, прямо весь? Ну что да. Все. Ну, такое от тебя редко звучит, ну давай. Вот давай, как ты любишь, не все вот это оставим. Чистое здоровье. Согласен. И холодный ешь, его не портится, все нормально. Перчик болгарский, он Бачу. Тоже весь. тоже весь. Я уже знаю. Огурцы, рыбка. Все, валим пиво пить, пусть готовит, если она все знает. А что, соус вы уже сделали? Налью. Огурчики. Давай мне тут уже стеклотару эту потихонечку буду убирать, а то мы и так себе стол завалили. Рыбка. Сосик. А вот это можно мешать руками, да? Да. Кстати, у меня по этому поводу и перчатки даже есть. Все? Заправка. Ты будешь мешать или я буду мешать? Давай, у меня правая рука больше, так что я Ты буду. будешь мешать. Давай. У тебя загребущие больше. Когда- Наливай. Что ты будешь делать с этими Твой размер, да? натютюрниками? Да это пипец какой-то. Ёшкин кот. Чтоб по губам не стрельнуло. В лес. Вот так у него и с детьми, Марат. Шо? 5 ты имеешь в виду? Да не напихивай уже, сейчас порвешь быстрее. Пипец. Мешай как есть. Вот с этими вот полусоплями. Да. Да хочется же как доктор кулинарных Как наук. доктор у тебя. А Они бывает? сначала надувают. Да? Да, Ну перед да. тем, как влазить. Ё-моё. А ты все как обычно. Сначала Я все время сначала натягиваю, дует потом нафиг. дую, понял? Ты что так делаешь? Я же вам сказала. Тебе просто это представил. Ай, блин. Сереж. Да я боюсь, чтобы оно не стрельнуло по глазам. Шо? Ну его в баню, эти перчатки. Ёшкин Иди ты давай кот. мешай. Я уже пришел, я уже и Я мешаю. буду это показывать всем. Марат, добавь туда все, чтобы я уже просто помешал. Ладно, я Мешай. вижу. Как это приятно. Оператор. Даже в перчатках. Да это просто... Шикардосина такая. Запахло. Ощущение не передать. Какой гинеколог на воле, чтобы ты понимал. Ты откуда знаешь, как гинеколог? Ну я знаю, как на воле. Вот стоишь, короче, себе этот. Ну что, там у них тоже, говорят, мягенькое все такое. Кто тебе такое говорит, тут мне интересно знать. Подписчики? Ты что, гинекологи... А что, ты считаешь, что у нас гинекологи не смотрят или что? Ребята, если вы еще не подписаны, особенно Если вы гинекологи, гинекологи, пишите ему. подписывайтесь. Ну что, Ой, Сереж. Что? файно? Последний штрих. Кто это? Почему не знаю? Кинза. Кинза? А лук? Лук зеленый половинку. Половинку пойдет туда. В горяченькое. Скажи мне, а как он, шазам? Какой шизон? Ауто. Надо сюда Это добавлять? можно сверху, прямо вот при подаче на Так тарелочку. как он, кунжут, ёшкин кот, black white. Да, На тарелочку? да. Кто-то любит добавлять сюда кунжутное масло, чайную ложечку. Ага. Я абсолютный противник этого. Он меняет весь вкус. Он очень яркий, и Да. он не то чтобы меняет, он именно навязывает свой вкус. А здесь все должно быть по отдельности. Катюня? Мы его потеряли, Марат. Ребята, я в шоке, вареный. На самом деле, это просто какое-то бесподобище. Ну, вот этот Обалдеть! холодный салат на самом деле 5 минут постоять должен, чтобы
Чтоб все перекувыркалось там, короче. перемешалось, да. А мы пока положим кинзу и лычок в горячий. Я теперь понял, что ты говоришь, что лучше руками, чем палочками. Слышишь, ты такое можно руками вот это вот есть. Главное, тельняшку снять. А кто мне откроет? А, я сам открою. Сам открой. Он играется, Всё. Марат. Нам некогда. Я тут массаж делаю. Сережа, заканчивай. А что тебе? Так, я стараюсь. Завидно, что я вот это вот Просто заканчивай. не тебя лохмачу, елки-палки. Ой, все. Все, Катюня, все. Осталось попробовать. Я могу отключаться? Давай на камень-ножницы, кто откуда ест. Я буду есть из двух сразу. А ты не проще, играешь. Ты можешь руками и оттуда, и оттуда. Ты не играешь, короче. Либо я с миски, а ты со сковородки. Вообще-то надо было бы попробовать. Может, чуть-чуть остринки не хватает. Может, чуть-чуть Дать тебе перчатку соли мало. пососать? Что вы ржете, Еще, еще. блин? Тебе понравилось? Больше не будет. Шикардос, бля. Вкусно? А мне уже пофиг. Я сюда перца не давал Нет. специально для тебя. Вообще поострее должна быть. Слышь, я эту перчатку выбрасывать не буду. Сохрани, Серега, сохрани. Так, все. Очень хорошо, мне все нравится. Отлично. И мне, Марат, все нравится. Я еще не пробовал, но тебе уже хочу сказать огромное спасибо. Просто, ну, на самом деле, я об этом давно мечтал. Вот эти Давай вот попробуем. сопливые макароны, ё-моё. В самом деле, Но это же не макароны, это фунчоза. фунчоза. Шо? Ага. Продаются такие по 50 грамм. Не очень удобно. Я дома себе один заварил, прям кипятком. Что Порционно. дома есть, накидал туда. И готово. 5 минут и завтрак готов. Шикардос. Ёпсель-мопсель. Солнышко вышло опять тепло. Ура! Не говорите точно. Так, 2 блюда, 3 тарелки. 3 человека на 2 не делится. Ладно, Ну ты что-то придумаешь. ты выбирай. Ты любишь с лососем? Да. Я и с мясом люблю. Не-не, ты любишь с лососем. Абсолютно. Ну, салат. Хотя мы наготовили столько, тут хватит, короче, и с лососем, Все. и без лосося. Так, это, Марат Джан, тебе. А ну-ка, чуть-чуть в сторону. Вот так вот, тихо-тихо-тихо. Ой, зеленью, обалдеть! Смотри, как она парит. Тихо, попал. Говорил, мяса больше надо. Хотя не, нормально. Марат, я говорил, лапши меньше. Всё есть. Не должно быть мяса тут много. Мясо тут должно отдать самое главное вкус. Вообще. Шикардос. Мяса тут полно, кстати. Ой, как пахнет. Так, Ой. это есть Катюня? А тебе, короче, по-братски. А И, Марату? и с лососиком оставишь ему. Ты понял, как он тебя любит? Да, я готов в нее пихать все, ты понимаешь? И горяченькая, И с мясом, и с рыбкой. и как ты хочешь. Все для тебя. Достаточно, Сереженька, спасибо. Все, Катюша, и чтоб ты не перепутала, Мараджан, накрывай, чтобы не выветривалось. Так, и чтоб ты не перепутала, я тебе с лососиком беленьким посыплю, А с мясиком черненьким, да? а с мясиком черненьким. Ты хоть скажи людям, чем ты сыпешь. Эй, кунжут, ребята. Кунжут, ребята. Марат, а тебе и тем, и другим. Правильно? А ты ему только холодное положил? Да. А что? Ну, жадина. Не, он просто тебе сделал двойную. Я мало тарелок принес. Да поменяемся, все будет хорошо. Так, и себе и черненький, и беленький. О, вот это таки праздник. Любовь моя. Давай, фильмоскоп, ты покушаешь, я тебя поснимаю. Нет. Марат, Где моя вилка? я тебе свою отдам.
А у оператора возьму свою. Было 3. Вон лежит. Тю, пусть лежит. Давай, чин-чин. Ага. Ребята, ваше здоровье. Ёпсель-мопсель. Ну, цвет, конечно, да я даже не знаю, хочется смотреть. Посмотри. Да Марат уже хочет пробовать. Он пусть пробует. Я тебе говорю, покажи цвет. Ты же для людей стараешься. Даже не знаю, на что, на бронзу похоже какую-то. Все угадал. Обалденно. Соль, перец, соевый. Все отлично. Что, Сережа, я тебе помешала попробовать? Такие моменты я и называю тебя оператор. Тут все хрустит. Не, так не надо мне. Ну и сиди голодная. Идеально. Ребята, Марат Джан, это просто песня. Я еще не пробовал холодное. Думаю, что зашибись, А я но горячая. это великолепно. Но не обязательно на людях кушать. Попробовали и хватит. Все на них стоят, жуют и жуют, жуют и Ты жуют. должен провести с ней воспитательную работу дома. Вот в этой маске договорились. И без маски, понял? Друзья, от всей души и с хорошим настроением для вас сегодня фунчозили по полной программе. Мгм. Так и Марат. функционирует. Оператор, я детский Липован. Всем пока-пока. Чао. Что? Так не работает. Видишь ты, как заговорила. Здрасте. Короче, друзья, от всей души и с хорошим настроением для вас сегодня фунчозили по полной программе. Я тебе говорю, гриль, багалага, дарочка, соуса. Ну, короче, было бесподобно вкусно. Ты что? Одна фунчоза, 2 рецепта, как минимум. Тамара говорит, из 1000. Так что с нас для вас еще будут шикарные рецепты. Ну, все. Такие вас любим, крепко обнимаем. Для вас специально готовим. И не забывайте нам улыбаться. Всем пока-пока. Чао. Чао.